Всем привет, это первый дневник разработчиков в 2025 году, и в нем мы постараемся ответить на накопившиеся у вас вопросы и покажем, каким изменениям подвергся проект за прошедшее время. В одном из предыдущих видео мы упомянули о ведущихся работах над восстановлением локации Рудня, и сейчас хотим продемонстрировать результат. Мы постарались восстановить все знакомые и узнаваемые места локации и по максимуму передать атмосферу старой Рудни. Также мы проработали несколько тестовых вариантов освещения и погодных условий для локации, которые должны добавить разнообразия и атмосферности в геймплей. Также мы переработали освещение на локации Тир, добавив к имеющейся солнечной погоде туманную. Были добавлены функциональные боты. Отдельного внимания заслуживают доработки контроллера и самого игрового персонажа. На данном этапе реализованы основные механики перемещения, прицеливания и стрельбы. Также созданы базовые анимации.
Доработаны анимации раскачки оружия при ходьбе и беге. Добавлен удар прикладом. На данном видеоряде представлен промежуточный результат. Работа и модернизация контроллера продолжается. Проект был перенесен, доработан и частично изменен практически весь арсенал вооружения, несколько единиц которого мы вам хотим продемонстрировать. Продолжая тему оружия, стоит упомянуть проделанную работу со звуковой составляющей. Были проработаны зоны реверберации, в которых звучание оружия, а в дальнейшем и шагов будут звучать иначе, что, безусловно, добавляет атмосферы в геймплей. Также для всех персонажей был реализован рэгдолл, что внесет часть реализма и атмосферы в геймплей игрока. Мы проделали большое количество работы и внесли достаточно много новых для проекта механик и геймплейных фишек, но впереди еще больше работы. С вашей поддержкой и верой в нас и в проект мы все это осилим. В планах команды доработать анимации игровых персонажей и взаимодействие с оружием и окружением. Продолжается работа и над самим оружием. Также в работе остается звуковая составляющая проекта и игровой сервер, так же, как и ряд прочих немаловажных игровых механик. Помимо всего прочего, прорабатываются концепции авторских игровых локаций. Также в планах реализовать локации, не вошедшие в оригинальную игру, оставшиеся в виде концепт-артов. В следующем дневнике разработчиков мы планируем представить вам переработанный логотип нашего проекта и новое интро. К тому же запланированы работы над сайтом проекта. Что же, пришло время ответить на ваши самые часто задаваемые вопросы. Самый популярный вопрос касается сроков выхода первого играбельного билда. Отвечая на этот вопрос, мы прекрасно понимаем ваше желание как можно быстрее погрузиться во всеми нами любимую вселенную. Но в силу небольшого состава нашей команды и условно ограниченного времени на работу и ряда фактов, которые мы не раз обсуждали с вами в комментариях и в нашем Discord-сообществе, мы пока не готовы ставить какие-либо сроки и искренне надеемся на ваше понимание. Вторым по популярности, но не по значимости является вопрос, касающийся авторских прав и интеллектуальной собственности. Нам представилась возможность пообщаться с представителем VG Entertainment. В ходе беседы нас ознакомили с любезно представленной в общий доступ сводкой правил и рекомендаций по использованию авторского контента. В случае следования изложенным рекомендациям, ни к нам, ни к любой другой фанатской инициативе вопросов у студии не должно быть. Третий по популярности вопрос касается доната. На самом старте проекта нами было принято решение отказаться от механики покупки игровой валюты или предметов за реальные деньги. И мы не поменяли свое мнение в отношении этого вопроса. Заканчивая видео, стоит сказать, что впереди нас всех ждет большое количество новостей и преображений проекта в лучшую сторону. Но об этом мы поговорим с вами в следующем дневнике разработчиков. Лично ознакомиться с этапами разработки и оставить свои идеи и предложения вы можете в нашем Discord-сообществе, ссылка будет в описании под видео и в шапке профиля. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ведь только вместе мы сможем вернуть жизнь любимой нами игре.